Как правильно есть палочками. Если вы включили это видео, то значит не просто так задались этим вопросом и стали очень близки к просветлению. Ладно, шутки в сторону. В этом видео вы узнаете, какие виды палочек бывают и какими лучше всего научиться именно вам. Подробно расскажу о том, как правильно держать палочки в руке, разберем все нюансы и подводные камни, а также наиболее частые ошибки. Также покажу, как ими лучше всего тренироваться, ну и конечно же расскажу о том, как правильно пользоваться палочками с точки зрения корейского этикета. Устраивайтесь поудобнее, меня зовут Денис Ким и давайте начинать. И прежде чем мы начнем разбираться, как правильно держать палочки, давайте сначала разберемся с тем, какие вообще виды палочек бывают. Именно это поможет вам определиться, с чего начать. Итак, палочки бывают китайские, корейские и японские. И давайте начнем с самых первых, потому что считается, что именно в Китае появились первые палочки. Кто-то говорит 3000 лет назад, кто говорит 5000 лет назад. Они называются куайцзы и, как правило, они делаются из бамбука. Вопреки ошибочному мнению, что все китайские палочки делаются только из дерева. Бамбук это, если что, трава, мало ли вдруг вы не знали. Поэтому, Грета Тунберг, если ты смотришь это видео, то не переживай. Китайские палочки экологии не угрожают. How dare you? Короче, в чем особенность китайских палочек? Обычно они самые длинные. И именно по этой причине многие считают, что они самые удобные. Но их длина связана не с тем, чтобы вам было удобнее с чего-то начинать, а с тем, что когда вы сидите за большим столом, вам было проще доставать еду. Еще их особенность заключается в том, что обычно они идут еще квадратного сечения у основания, либо полностью квадратного сечения. Но в наше современное время, в эпоху доставок еды и одноразовых палочек, мы встречаем чаще именно круглого сечения. Но если вы придете в хороший, дорогой китайский ресторан, то вам, скорее всего, дадут многоразовые палочки из дерева, и они будут квадратного сечения, и они будут очень удобными. Теперь давайте поговорим о японских палочках. Называются они хаси, либо еще можно встретить произношение как хащи. Еще есть название варисаби, но варисаби это одноразовые палочки, которые вам обычно привозят, когда вы заказываете роллы. Они еще, знаете, скреплены у основания, и прежде чем начать ими есть, нужно отломить их друг от друга. В общем, по своей сути, они точно такие же, как китайские, тоже бывают квадратного либо круглого сечения, но они заметно короче, вот прям где-то аж на целую треть. И еще они обычно заострены на кончиках. Именно, кстати, по этой причине считается, что в японском этикете неприлично держать палочки вот таким вот образом. Это считается угрозой. Поговаривают в этих наших интернетах, что умелый якудза может нанести весьма тяжкие телесные повреждения таким вот образом. Ну и давайте наконец расскажу о корейских, моих самых любимых. Они называются чотгарак, и они всегда металлические. Это прям их главная особенность. Нигде больше в Азии не делаются палочки из металла. Нет, вы, конечно, сможете найти и в Китае, и в Японии металлические палочки, но, скорее всего, они либо были произведены для Кореи, либо это какие-нибудь штучные премиальные экземпляры с какой-нибудь особенной гравировкой, либо и вовсе из серебра. Если же мы говорим про массовое и повседневное использование, то такими пользуются только в Корее. Согласно общепринятой легенде, это связано с тем, что раньше корейская знать ела только палочками из серебра, потому что считалось, что если еда отравленная, то серебро поменяет свой цвет при соприкосновении с ядом. Ну и обычный народ просто подражал знати и делал себе тоже палочки из металла, как правило, из латуни сначала. Ну и это, собственно, закрепилось в культуре. Но вообще, скорее всего, это связано с практичностью корейцев, потому что на территории Корейского полуострова не так много деревьев, в основном только одни горы. И именно по этой причине здесь в почете именно многоразовые металлические палочки. А еще, кстати, корейские палочки самые короткие, и они обычно плоского сечения. И поэтому многие считают, что это самые неудобные палочки для еды. Что, конечно же, является заблуждением. Я думаю, что это, скорее всего, дело привычки, потому что лично мне после корейских палочек все остальные кажутся неудобными. Что ими неудобно держать еду, что они все какие-то слишком массивные, либо наоборот, слишком легкие. Мне банально ими удобнее есть, потому что плоскими палочками удобнее зажимать еду. Но, повторюсь, это дело привычки. Но тем не менее, несмотря на то, что я даю предпочтение корейским палочкам, начинать я всем рекомендую именно с китайских. С тех, что подлиннее и которые квадратного сечения. Дело в том, что на первых порах вам так будет удобнее чувствовать их в руках, они не будут скатываться, они не будут скользить. Ну а большая длина позволит вам есть практически все, что угодно. Лапшу, мясо, все, короче, кроме супов. Ну а теперь давайте поговорим о том, как правильно держать палочки. Вообще, на самом деле, здесь ничего сложного, но если вы прям с нуля и ни разу этого не делали, то, скорее всего, вам будет очень непривычно поначалу. И вы будете, скорее всего, ощущать некий дискомфорт. В общем, руку держим вертикально. Мизинец и безымянный палец подгибаем таким вот образом. Теперь первую палочку зажимаем между безымянным и большим пальцем вашей руки.
Вот тут, кстати, и всплывают преимущества палочек с квадратным сечением. Они не будут скатываться с безымянного пальца. Однако, если вам так неудобно, то позволительно упираться в подушечку безымянного пальца. Таким образом мы фиксируем это положение. У нас эта палочка будет неподвижна. Вторую палочку, верхнюю, мы держим как ручку или карандаш, то есть зажимая ее средним и указательным пальцем, а также придерживая большим пальцем руки. Обратите внимание как. Именно эта часть у нас подвижная и отвечает за хватание. Давайте еще раз повторим. Держим руку вертикально. Мизинец и безымянный палец подгибаем таким вот образом. Теперь первую палочку зажимаем между безымянным и большим пальцем. Если неудобно, то можно упираться в подушечку безымянного пальца. Вторую палочку верхнюю мы держим как ручку или карандаш, то есть зажимаем ее средним и указательным пальцем, а также придерживаем большим пальцем руки. Эта часть у нас подвижная и отвечает за хват. Не знаю, как в Китае, но в Корее и Японии есть палочками учат, в том числе и в школе. И для детей продаются вот такие вот специальные тренажеры, обратите внимание, здесь есть вот такие вот специальные фиксаторы для пальцев, которые помогают быстрее привыкнуть к правильному держанию палочек в руке. Вы, кстати, тоже можете попробовать эти тренажеры, они свободно продаются, насколько знаю, на наших маркетплейсах. И ими может в том числе есть, пробовать и есть и взрослые. Вот смотрите, вот таким вот образом сюда вставляется большой палец, а вот сюда вставляется средний и указательный. И все, смотрите. Гениально, на мой взгляд. Так что имейте в виду, если совсем не получается, можете приобрести вот такой тренажер и, собственно, практиковаться. Вообще считается, что когда вы едите палочками, то у вас задействовано больше 40 мышц суставов на руке, и это помогает, например, детям развивать мелкую моторику. Ну и, конечно же, это положительно сказывается и на работе мозга. Давайте теперь разберем наиболее распространенные ошибки, которые я очень часто вижу у своих друзей и знакомых. Итак, самая распространенная ошибка – это держать палочки вот так. То есть верхняя палочка удерживается только указательным и большим пальцами. Это не совсем правильно, однако все же не критично. Дело в том, что такая конструкция ненадежна, и верхняя палочка может легко выпасть. Также, когда вы едите таким образом и пытаетесь взять пельмень, например, или любой другой крупный кусок, у вас из-за дисбаланса может завернуть палку и, соответственно, кусок выпасть. Основная причина несовершенства такого способа – это тот самый дисбаланс. Однако бывают и исключения. Например, крестный отец корейской кухни, самый известный шеф Кореи, Пэк Джон Вон, держит палочки именно таким образом и очень ловко ими управляется. Моя сестра Диана также держит палочки таким образом, и у нее не возникает проблем во время трапезы. Но если у вас появляется проблема дисбаланса, то советую вам пересмотреть то, как вы держите палочки в сторону правильного варианта. Следующая распространенная ошибка – это держать палочки вот таким образом, то есть максимально близко к кончикам. И я такое очень часто вижу в рекламах всяких сушилин, доставок роллов, и это всегда выглядит максимально вырвиглазно. Почему так делать не стоит? Дело в том, что многие думают, что если они держат палочки таким образом, то им проще удерживать роллы. Но это не так. Если мы говорим про большие куски, беря палочки вот так, вы ограничиваете себя просто в амплитуде. И тут начинаются проблемы. Многие начинают мучиться, а большинство просто начинают протыкать бедную Филадельфию, либо Калифорнию, что там люди обычно заказывают, которая уже много раз утонула в соевом соусе, начала разваливаться и вообще просто стала несъедобной. Ну а во-вторых, это просто не гигиенично, потому что если вы держите палочки таким образом, то скорее всего вы будете очень часто соприкасаться руками и едой. Теперь давайте поговорим о том, как лучше всего практиковаться. И часто здесь многие советуют какие-то хардкорные решения. Например, рассыпьте рис на стол и перекладывайте по зернышку из одной кучки в другую. Либо еще вот возьмите горох, желательно сушеный, идеально круглый, чтобы себе максимально жизнь усложнить, и также перекладывайте. В общем, это все ерунда, не слушайте, ребят, это абсолютно какой-то садизм, и это верный способ возненавидеть палочки для еды, стать обиженкой и потом в комментариях под этим роликом писать, что все это ерунда, палки это для варваров, то ли дело во все подряд тыкать вилкой. Это, кстати, шутка. Я ничего против людей, которые едят вилками, и в принципе против вилок ничего не имею. Расист! Расист! Короче, купите себе чипсы. Да, просто чипсы какие-нибудь там Лейс, либо Принглс, что вы там любите. Это, кстати, не реклама. В общем, сели вечером хоккей посмотреть,
либо там сериальчик какой-нибудь, выложили чипсы на тарелку и все, сидите, кушаете палочками. Это намного проще, это поможет вам быстрее чувствовать палочки уверенно в руке. Ну и плюс ко всему вы не запачкаете пальцы жиром, солью и специями. Но не рекомендую тренироваться на пельменях. Я знаю, что многие любят смотреть YouTube именно с пельмешками, если верить Вилсакому. Короче, с пельменями не надо, с пельменями будет очень сложно поначалу. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя делать палочками во время еды. Так же, как и с обычными столовыми приборами, есть определенный набор правил, такой своеобразный этикет. Я буду говорить больше про корейский этикет, но он во многом схож с китайским и японским. При сервировке палочки всегда кладут с правой стороны от тарелки, рядом с ложкой, тоже с правой стороны от нее. Нельзя палочки облизывать, это считается неприличным, особенно когда на столе полно общих закусок. Также нельзя перебирать кусочки, либо копаться в еде. Надо сразу брать то, к чему прикоснулись. Нельзя палочками протыкать еду, накалывать кусочки еды, как на вилку. Это считается грубостью и невоспитанностью. Также хорошим тоном считается начинать трапезу только после того, как столовым прибором притронется самый старший за столом. Нельзя втыкать палочки вертикально в рис, а также класть поверх тарелки. Так обычно делают на похоронах. Если вы палочками не пользуетесь в данный момент, просто положите их рядом на стол. Дурным тоном считается одновременно держать одной рукой палочки и ложку. Торопиться во время еды тоже считается невоспитанностью. Прием пищи в Корее – это ритуал. Относитесь к этому с должным почтением. Это основные базовые правила поведения за корейским столом. Есть еще несколько специфических правил, но в наше современное время большая часть из них уже утратила актуальность. Ну и наконец давайте разберемся, зачем вообще есть палочками. Да собственно незачем. Несмотря на то, что большая часть населения планеты ест палочками, если вам по духу ближе вилка, то ешьте вилкой. Но употребление пищи палочками несет в себе определенные плюсы. Во-первых, палочками вы контролируете процесс насыщения. Берете за один раз небольшое количество еды, которое легко и тщательно сможете пережевать, ну и собственно таким образом риск переедания сводится к минимуму. Однако тут все-таки лучше прислушиваться к своему организму, потому что лично я могу обожраться и с помощью палочек. Во-вторых, в Корее принято едой наслаждаться. Все трапезы идут неторопливо, под душевные либо деловые разговоры. И вы таким образом лучше распробуете вкус блюд, а также хорошо проведете время за обедом либо ужином. Ну и в-третьих, как я уже говорил ранее, если вы регулярно кушаете палочками, то вы не только задействуете большое количество мышц и суставов на вашей руке, но и регулярно тренируете свою мелкую моторику. Тем самым держите свой мозг в тонусе, а значит и снижаете риск развития деменции и других заболеваний головного мозга. Я не знаю, насколько этот факт правдивый, но в этих наших интернетах такое регулярно пишут. Если вы приедете в Южную Корею, не умея есть палочками, то с вероятностью 90% вам дадут вилку. Нет, есть, конечно же, шанс, что могут и не дать ввиду банального отсутствия. В любом случае, чем есть, решать только вам. Ну а я надеюсь, что видео было для вас интересным и полезным, и вы поставите ему обязательно лайк, а также посмотрите другие мои ролики на канале. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!